Марк, 35 лет. Будучи фотографом дикой природы, специализировавшимся на африканской пустоши, он 15 лет запечатлевал все, что могла предложить саванна: охоты львов, марши слонов, рывки гепардов в этой жестокой земле, где жизнь и смерть пересекаются. Почти не осталось того, чего он не видел. Но сегодня все было иначе. Под палящим полуденным солнцем Марк пил воду в тени акации и осматривал место для следующей съемки. И вдруг примерно в 200 метрах что-то шевельнулось в кустах и привлекло его внимание. Как только он инстинктивно поднял телеобъектив и увеличил кадр, руки Марка застыли. На экране был молодой самец льва. Кожа до кости, шатаясь, он двигался вперед, а вокруг его корпуса туго застряла черная шина. За 15 лет опыта это было невероятное зрелище, которого он никогда прежде не видел. Лев сделал несколько шагов и затем остановился, покачиваясь, как будто готов был рухнуть. Он тяжело дышал. Через мгновение он снова с трудом попытался продвигаться вперед. Он выглядел как живой труп, выжимающий последние силы, чтобы двигаться. Марк осторожно приблизился. Чем ближе он подходил, тем ужаснее становилась картина. Лев был настолько истощен, что ребра были отчетливо видны, а шерсть вокруг края шины вылезла клочьями или вовсе отсутствовала. Кожа под ней была раздроблена и сдавлена. Лев вовсе не угрожал Марку при приближении. Скорее, он просто смотрел умоляющими глазами, словно просил о помощи. Марк опустился на колени и внимательно осмотрел шину. Поверхность резины была потрескавшейся от старости, а внутри она была заполнена грязью, затвердевшей словно камень. Как такое вообще могло случиться? Как это произошло? Пробормотал Марк, не веря своим глазам. Время откатывается на 2 года назад. На золотистой равнине, залитой теплым послеполуденным светом, подросток, любопытный молодой самец, играл с другими детенышами прайда. И тут среди кустов их внимание привлекло что-то черное и круглое. Это была выброшенная шина, тайком сброшенная людьми. Детеныши катали ее, толкали, играли, засовывая головы вовнутрь и вытаскивая обратно. Это было весело. Молодой самец тоже несколько раз засовывал голову туда и обратно. Вход и выход происходили легко. Его любопытство росло, и в следующий раз он решил попробовать просунуть внутрь и туловище. Он сперва просунул передние лапы и медленно протолкнул тело, как вдруг шина сжалась упругой силой и туго обхватила его туловище. Молодой лев впал в панику и начал яростно барахтаться, но шина только затягивалась теснее. Испуганный крик молодого льва прокатился по равнине. Услышав его, мать львицы подбежала. Увидев ужасное состояние детеныша, она вцепилась острыми челюстями в шину и тянула изо всех сил, но упругая резина лишь отскакивала, нейтрализуя ее усилия. 2 другие львицы из прайда тоже набежали и вцепились, но это было бесполезно. Молодой лев кричал от боли всю ночь, и мать продолжала пытаться до рассвета, но шина не сдвинулась. Дни шли за днями, недели тянулись, молодой лев рос, а шина оставалась такой же, она все сильнее затягивалась. Он не мог нормально бегать, практиковаться в охоте стало невозможно. Даже во время совместных охот прайда он мешал. Он становился обузой для прайда. Несколько месяцев спустя вожак прайда принял решение. Грозными ревами он попытался вытеснить молодого самца из прайда. Мать встала перед детенышем и оскалилась на вожака, но угроза самца была сильнее. Матери пришлось отступить, шаг за шагом прайд ушел, покинув молодого самца в одиночестве. Матери львицы тоже пришлось уйти с прайдом, иначе и мать, и детеныш наверняка погибли бы. Молодой самец провожал уходящую мать грустным взглядом до последней секунды. С того дня для молодого льва начался ад. Без охотничьих навыков он едва выживал на гниющих трупах, оставленных гиенами и стервятниками.
Со временем внутри шины накапливалась грязь, и она становилась все тяжелее. Во сне его туловище висело в воздухе из-за шины. Касался земли лишь его голова. Ему приходилось спать с согнутой шеей. По мере роста его ребра пытались расширяться, но шина мешала. Кости выгибались вовнутрь, позвоночник деформировался, даже дыхание стало пыткой. Лев едва сводил концы с концами, выживая в этом изнурительном состоянии. Возможно, льву хотелось смерти, но он выжил только благодаря инстинкту. И вот спустя 2 года мучений лев случайно был обнаружен Марком. Марк вынул из рюкзака бутылку с водой и медленно подошел. Он вылил немного воды на землю, но лев не мог опустить голову из-за шины. Марк подал воду в ладони и поднес их к морде льва. Тот еле подвигал языком и слипал капли. Марк связался по спутниковому телефону с командой спасения дикой природы и передал GPS-координаты. Ответ был: команда прибудет не раньше, чем через час. «Поторопитесь, пожалуйста, у этого льва, похоже, мало времени, Мастай», — настаивал Марк. Так посреди саванны лев с шиной вокруг тела ждал спасателей под охраной Марка. Прошло примерно 30 минут, и Марк услышал издалека слабый звук. Не ветер, а крик животного. Наведя объектив, он увидел гиен. Примерно дюжина гиен приближалась, шмыгая носами. Они уловили запах умирающего льва и начали сужать окружение. Гиены приближались, оголяя зубы. В их глазах горел голод. Им казалась захватывающей мысль о свежем мясе после долгого перерыва. Оглядевшись, Марк понял, что спрятаться негде и бежать невозможно. Если он оставит льва, тот станет добычей. Если останется, то сам рискует стать добычей. Нужен был выход. Вдруг Марку пришла мысль о камере-дроне. Он достал дрон, собрал его и включил. Дрон взмыл в воздух, и Марк направил его между гиенами, ставя их в замешательство. Гиены испугались незнакомого летающего объекта и отступили. Затем Марк выпустил аварийный сигнальный заряд, прикрепленный к дрону. Он выплескивал красный дым и попал в одну гиену. Та завизжала и отшатнулась. Остальные гиены рассыпались. Марк продолжил энергично маневрировать дроном. Мигающие светодиоды и оглушительный звук винтов привели гиен в хаос. В конце концов гиены отступили на 50 метров, но остались кружить на расстоянии. Марк посадил дрон и сменил батарею. Через 10 минут должна была приехать команда спасения, и они могли атаковать снова в любой момент. Марк оставался начеку и продолжал поить льва из ладоней. Вдалеке поднялась пыльная туча и раздался вой сирены. Прибыла спасательная бригада. Доктор Сара, опытный ветеринар около 40 лет, и 2 членов команды выгрузили оборудование. Доктор Сара отметила умелое управление дроном и правильность первой помощи, подачи воды. Она подошла к льву и приложила стетоскоп к его груди. Через несколько секунд ее выражение стало серьезным, сердцебиение было слишком слабым. Температура тела на 2 градуса ниже нормы. Она взяла каплю крови из задней лапы и провела полевой тест. Результат показал сильное обезвоживание, истощение и признаки инфекции. Доктор Сара попыталась сдвинуть шину руками, но та не двигалась. Один из спасателей подложил под шину портативные цифровые весы. На экране зафиксировалось 20 килограммов. Столько шина весила на протяжении 2 лет. После короткого совещания доктор Сара приняла решение. Сильные седативные препараты использовать нельзя. Разрешается лишь минимальная доза, и большую часть работы придется выполнять при бодрствующем или слегка подавленном льве. Это было рискованно, но лучше, чем опасность остановки сердца от анестезии. Лев получил минимальную дозу седативного средства, глаза его закрылись лишь наполовину. Доктор Сара надела толстые ветеринарные перчатки и просунула руки внутрь шины, чтобы аккуратно выгрести застывшие комки грязи. Лев низко зарычал, но не враждебно, это был звук тревоги.
В течение 30 минут команда вручную извлекала из шины каменную твердую грязь, сломанные ветки, засохшие экскременты мертвых насекомых и личинок. Удалив 7-8 килограммов мусора, шина стала немного легче, но все еще плотно сидела на теле. Доктор Сара достала большой шприц и медицинскую смазку. Найдя крошечную щель между шиной и кожей, она ввела смазку. Доктор Сара, двое спасателей и Марк схватились за обе стороны шины и потянули вверх. Шина поднялась примерно на 5 сантиметров и застряла у самой широкой части ребер. Лев стонал от боли. Доктор Сара приказала прекратить, ребра могли сломаться. После короткой паузы было решено резать шину. Один из спасателей принес аккумуляторный электрорез с алмазным диском. В резине были встроены стальные проволоки, поэтому гидравлические ножницы нельзя было применять, так как давление могло привести к перелому ребер. При любом движении льва риск травмы был велик. Надо было кого-то, кто удержит животное. Марк шагнул вперед и предложил держать льва. Это было опасно, но другого выхода не было. Доктор Сара посмотрела ему в глаза и кивнула. Марк обнял голову и переднюю часть груди льва, словно прижимая его. «Начинаем», — объявила доктор Сара. Резкий механический звук прорезал саванну. Она аккуратно приложила диск к шине. Резина прорезалась, черная крошка разлеталась. В момент касания диском стальной проволоки посыпались искры. Лев взъярено метнулся. Когти поцарапали руку Марка, оставив ранки, но он не отпустил. Доктор Сара, хотя руки ее дрожали, точно вела резак. Через 15 минут первая сторона шины была распилена. Затем работали с другой стороны. Наконец, последний участок был прорезан, и шина упала на землю. Все задержали дыхание и посмотрели на льва. Открытое туловище было ужасающим. Шерсть отсутствовала. Кожа была некротизирована, а на ребрах оставались глубокие вдавленные следы в форме шины. Доктор Сара немедленно обильно обработала рану дезинфицирующим средством. Члены команды нанесли антибиотиковую мазь, сделали инъекции и подключили внутривенные капельницы. Все лечение было выполнено. Лев медленно наполнил легкие воздухом. Глубоко и полностью он вдохнул. В его глазах появилась слабая искра жизни. Через 10 минут лев пошевелился и попытался встать. Он падал дважды, но на третьей попытке смог подняться, ноги дрожали, но он стоял. Впервые за 2 года он свободно стоял на всех 4 лапах без шины. Как раз в тот момент, когда Марк и команда начали собирать оборудование, доктор Сара услышала издалека знакомый крик. Гиены вернулись. Те гиены, которых отпугнули дроном, вернулись. Примерно дюжина гиен медленно приближалась, осторожнее и упорнее, оголяя клыки и низко рыча. Члены команды поспешно доставали рогатки и снаряжение для усыпления, потому что одно ружье было недостаточно, чтобы остановить всех гиен. Молодой лев шатался и встал на ноги. Он зарычал и пытался защитить Марка, но его тело было ослаблено 2 годами страданий. Дыхание было затруднено. Гиены почувствовали слабость и приблизились на 15 метров, готовые напасть. Молодой лев взревел изо всех сил, но голос был слаб. В этот момент от-за камня, примерно в 70 метрах, раздался мощный рев, и гиены застыли. Из-за камня медленно вышла львица, мускулистая, с острым взглядом и угрожающей осанкой. Она рванулась и встала между гиенами, ударила одну лапой, та заскулила и отскочила. Остальные гиены разбежались, львица продолжала преследовать их, угрожая клыками, и гиены полностью отступили, затем исчезли вдали. Члены команды спасения тихо вздохнули с облегчением. Львица медленно повернулась и уставилась на молодого самца. Долгое молчание повисло между ними. Молодой лев медленно поднял голову
Их глаза встретились, и напряженная поза львицы постепенно смягчилась. Она опустилась и осторожно подошла. Поднесла нос к молодому льву, обнюхала его морду, шею и тело, облизала ему шею и нежно вылизала раненое туловище. Это была мать молодого льва. Марк почувствовал, как у него защемило сердце, наблюдая сцену воссоединения. Ему внезапно пришла мысль, он достал камеру, вынул SD-карту и начал просматривать фотографии на мониторе. Быстро пролистывая снимки, сделанные в этом районе за последние 3 месяца, он обнаружил силуэт львицы, едва заметный на заднем плане одного кадра. В других фото снова и снова появлялась та же львица, курсировавшая издали. Даже после изгнания из Прайда мать не могла уехать ни на один день. Она не могла оставить сына. Она не могла быть рядом физически, но наблюдала и охраняла его с расстояния. 2 года мать кружила по этой территории в одиночестве, живя тем, что проверяла, жив ли ее сын, все ли с ним в порядке. Именно поэтому гиены держались на расстоянии. Именно поэтому она появилась в момент кризиса, чтобы спасти его, потому что эта мать ни на один день не оставляла ребенка в течение 2 лет. Когда львица перестала вылизывать сына, она медленно встала, и молодой лев тоже поднялся, пошатываясь. Наконец, после долгой разлуки, мать могла быть рядом с детенышем. 2 года мучительной разлуки закончились. Теперь мать и молодой лев могли идти вместе. Вдвоем они пересекли золотистую равнину, прошли между акациями и направились к холму. Каждый раз, когда молодой лев спотыкался, мать останавливалась и ждала. Марк поднял камеру и запечатлел последние моменты через телеобъектив, спины 2 львов, исчезающие за холмом. Руки Марка дрожали, когда он нажимал на спуск. Он опустил камеру и тихо вздохнул. Доктор Сара положила руку ему на плечо и сказала, что он спас не просто одного льва, он воссоединил семью. Марк не ответил. Он просто смотрел на холм, за которым скрылись 2 льва. Материнская любовь никогда не сдается. Ни 2 года времени, ни изгнание из Прайда, ни голод, ни одиночество. Ничто не могло ее сломать. И сегодня эта любовь была вознаграждена. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Ваш небольшой интерес – это сила, которая создает еще более трогательные истории. Спасибо.